Политзаключенные, которые содержатся в Брестском СИЗО номер 7, вынуждены калечить себя, чтобы прекратить пытки конвоиров. Об этом стало известно от слушателя на процессе по делу Михаила Колюшука, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках. По словам источника, на последнее заседание политзаключенного не доставили. Выяснилось, что это было решение самого Михаила, поскольку он устал терпеть издевательства надзирателей СИЗО и, чтобы прекратить их, разбил себе голову в автозаке. Стало известно, что во время обедов ему не дают есть и применяют позу ласточки, при которой человека укладывают лицом в пол со скованными за спиной руками и веревкой подтягивают ноги к рукам. Правозащитники признают такую меру пыткой. Известны случаи, когда после ее применения заключенные умирали от болевого шока. По словам слушателей, на судебных процессах в Бресте следы издевательств были видны не только у Колюшука. Люди заметили разбитую переносицу у Виктора Пантелеева, который буквально на днях женился в изоляторе. У спортсмена Дениса Марусевича, также обвиняя его в массовых беспорядках, был подбит глаз. Отметим, что на текущий момент, по сведениям правозащитного центра «Весна», в Брестском СИЗО содержится 52 политзаключенных. Изолятор занимает второе место в стране по количеству политзеков, больше только в столичном СИЗО на Володарке. Суд Первомайского района Минска отправил на 15 суток ареста парня, который побывал на провластном митинге. Инцидент произошел в воскресенье в Минском Уручье. 31-летний Терентий Маринч подошел к людям с красно-зелеными флагами, чтобы просто узнать, что у них за мероприятие. Однако в ответ участники акции за Лукашенко начали мужчину оскорблять и называть провокатором. Ты натуральный лох и петух! А уже вечером того же дня Терентия задержали и составили протокол за мелкое хулиганство, которое он якобы совершил в РОВД. В протоколе сказано, вел себя агрессивно, нецензурно ругался, оказывая очевидное неуважение к обществу. Обвиняемый на суде вину не признал и рассказал, что в РОВД его приковывали наручниками к ножке скамьи. Однако это не помешало известной штамповщице судьи Анастасии Лейковской, у которой на совести уже несколько сотен политических приговоров, отправить мужчину за решетку. Интересно, что из ябатик никто наказан не был, хотя у суда имелись все доказательства их явного хулиганства. Нелегитимный режим не изменяет своей политике двойных стандартов. Если нужно запретить какое-либо мероприятие, например, традиционный чернобыльский шлях, в ход идет аргумент о том, что в стране бушует пандемия. Но когда Лукашенко хочет праздника, все, видимо, резко выздоравливают. Речь идет о масштабном праздновании 9 мая, которое состоялось и в прошлом году на пике первой волны пандемии. А в этом году оно планирует быть еще более грандиозным. Так, на сайте госзакупок появился тендер на приобретение оборудования для гала-концерта «Подвиг народа бессмертен». Его стоимость составит около 200 тысяч долларов. Бюджетные средства будут выделены на 12 экранов, 8 генераторов огня, 4 генератора тумана и сотни прожекторов. Возможно, отдельной статьей расходов станет губернатор Карани, который прекрасно умеет разводить тучи руками. Что ж, судя по всему, работникам госорганизаций, которых добровольно-принудительно заставят участвовать в этом празднике жизни, понадобится хорошенько запастись тракторином, чтобы выжить в этой неумолимой любви диктатора к зрелищным мероприятиям. Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты, когда на участие в них в некоторых городах пришло по одной девушке. Администрация Фрунзенского района Минска решила пойти по принципу: если гора не идет к Магомету, то Магомед пойдет к горе. И прислала в местную поликлинику бумагу о том, что Национальной школе красоты срочно требуются красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь». В письме говорится, что на мероприятии хотят видеть по 5 девушек определенных параметров от каждого района Минска. Судя по всему, белорусские красавицы боятся участи «Мисс Беларусь 2008» Ольги Хиженковой, которой за свою гражданскую позицию 42 дня пришлось провести в нечеловеческих условиях в ЦИП на Окрестина. Поэтому не спешат принимать участие в провластном конкурсе. А чиновники, наверное, скоро начнут действовать по принципу сбора массовки на митинг так называемой поддержки мира и безопасности, когда под угрозой увольнения людей большими автобусами свозили со всей страны. Руководство Гродненской университетской клиники в ближайшее время планирует лишить своих подчиненных смартфонов и планшетов в рабочее время. Соответствующий приказ несколько дней назад был размещен в больничной группе в Вайбере. Ограничения касаются любых устройств, на которые можно вести фото и видеосъемку. В документе также указано, что до 3 мая необходимо провести учебные занятия с персоналом и рассказать о порядке распространения информации о состоянии здоровья пациента. Копию приказа уже принесли в некоторые отделения под роспись. Сами сотрудники
сотрудники, которых в больнице более 2000, включая студентов, такое решение понять не могут, поскольку оно сильно осложнит им жизнь и работу. Дело в том, что запрет фотографировать пациентов и так существует на законодательном уровне, а в операционные кабинеты с дорогим чувствительным к излучению оборудованием никто не ходит. Мобильные в рабочее время прежде всего нужны для оперативной связи по срочным делам. Теперь же врачам, которым может понадобиться решить нетерпящий отлагательств вопрос о пациенте, предлагается для этого использовать стационарную связь. Но и на этом ограничения не заканчиваются. Сотрудники больницы также должны будут строго цензурировать свои записи в социальных сетях, чтобы, не дай бог, не допустить высказываний, каким-либо образом порочащих их работодателя. Как говорится, низы как могут, верхи как хотят. На прошлой неделе мы рассказывали вам о 17-летнем политзаключенном Денисе Хадее, которому кроме мамы, бабушки и одного только друга больше никто не пишет. Солидарные белорусы не смогли устоять перед такой грустной историей и завалили парня письмами. Кроме того, ему на счет положили 175 рублей и также отправили большую передачку. По словам самого Дениса, он был счастлив. И даже не потому, что ему теперь все будут писать, а потому, что его другу, который разослал во все СМИ эту грустную историю, на него не наплевать. Друзья, на сегодняшний день количество политзаключенных в нашей стране уже достигло отметки в 360 человек. Все они нуждаются в нашей поддержке. А для того, чтобы нам было еще проще общаться с людьми по ту сторону решетки, был создан сайт «Письма в клеточку», благодаря которому написать политзаключенному можно даже не выходя из дома. Как видите, осчастливить человека можно просто написав ему пару строк. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!